But you see, sometimes if I can call it a sickness, Но иногда, если я называю это болезнью, I can relieve myself of that responsibility. я таким образом как бы снимаю с себя ответственность за все, что я делаю. Or some of us might say that even God made me this way, so why И are you некоторые complaining? люди вообще могут сказать, что мне Бог таким создал. Mhm. Какие могут быть So претензии? I think it also involves a lot of confusion, Также, то есть здесь есть место смущению. and I think that people think that they are a certain thing, but they're not. That doesn't necessarily mean that that's what they are. И люди могут думать, что они это или то, но по факту они могут не являться вообще тем, кем они думают, что они есть. I may say that God made me a certain thing, Например, сказать, что Бог меня сотворил вот определенным образом, but that doesn't mean that God agrees with them. но это вообще не значит, что Бог с ними согласен, что он действительно. One of the things I think that helps us to understand this is to understand the scriptures accurately. То есть и для каждому из нас очень важно точно и четко понимать Писание. So that we can speak with clarity to people who have this confusion. Чтобы нам с ясностью обращаться к людям, которые смущены в этой сфере, которые имеют определенные смущения в этом вопросе. God did not make 3 or 4 or 5 sexes. То есть, что Бог не создал 3 или 4 или 5 полов, всего 2. That God made 2 sexes. Всего 2 создал Бог. And that is His design for human beings. И вот какой его план и непосредственный дизайн для людей. And part of what I was talking about a minute ago was just to say that a lot of believers in therapy who are trying to resolve these issues find that it's still difficult. They still have feelings about doing things that they know God doesn't approve of. И то есть о чем я говорил вот до того, как мы начали разбирать вопросы, о том, что очень многие верующие, которые сталкиваются с проблемой вот этой вот, то есть они переживают большие трудности, потому что они понимают, у них есть чувство что-то делать, но они отдают себе отчет, что Бог, Он не одобряет вот эти вот чувства и желания. And for example, it might be people who have attraction to the same sex. Например, это может касаться людей, которые влекомы, то есть имеют влечение к людям их пола. And they've decided that they're going to have to struggle with that, and they're going to have to live with that desire, but not act on it. И они приняли для себя решение, что они как бы будут бороться с этим желанием, будут бороться с этим чувством, и ничего не будут по поводу этого делать, то есть не будут переходить на уровень действий. And to try to honor God in that way. И они таким образом, то есть когда они решили, что ничего не будут предпринимать, это таким образом они решили почитать Бога. They can pray for the feelings to go away. Они могут молиться о том, чтобы все эти чувства ушли. And work in therapy and other things. И проходить терапию, пробовать другие вещи. But they may still persist in having some of those feelings. Но тем не менее эти чувства не могут оставаться. Even though it may be a difficult fight, but they still are willing to fight. И несмотря на то, что это может быть такая непосильная борьба, но они все равно готовы на нее каждый день. Но мы говорим сейчас про верующих, а про неверующих. Они не знают. Okay, so right now we're talking about the believers, but what about unbelievers? They do not know this stuff. Well, of course, the question is why. How can we explain this to unbelievers? I think that's your Хорошо. question. Вопрос, я так понимаю, как нам это объяснить неверующим? Do we tell them that they have to act this way because that's what we believe? То есть говорить ли нам, что они должны себя вести так и так и так, потому что мы так верим? Of course, we probably. Это не авторитет, это мы так верим. We're not like in the position of authority to them. No, we're not. This is our beliefs. No, we're not. Да, действительно, мы не авторитет. We can try to use our beliefs to affect the way the laws are written. То есть мы можем использовать нашу веру, то есть чтобы повлиять. But we have to recognize that the laws should apply to everybody. На то, как законы вводятся в государстве, но мы также должны понимать, что эти законы, они применимы ко всем. Whether we're Christians or not. Независимо от того, христиане мы или не христиане. Right, and so that the laws need to apply fairly to everyone. И что эти законы, они должны быть честными по отношению ко всем. I have to admit that I've done very little counseling with LGBT people. Я должен признаться, что, то есть у меня немного опыта
в этом вопросе. То есть немного людей я консультировал из этого сообщества. So I've had very little experience with that. Очень ограниченный опыт у меня. But I think that at the beginning of therapy, we would have to decide if we can both agree to go in the same direction. Но я понимаю, что в начале вот этой вот терапии с таким человеком и терапевт, и этот человек должны решить и согласиться на едином направлении. And I don't think that it would be honest for me to say that I'm in this therapy to help you feel better about the same-sex behaviors. И будет неправильно с моей стороны сказать этому человеку, что хорошо, то есть мы сейчас будем проводить эту терапию, и я помогу тебе чувствовать себя лучше в отношении твоих чувств, которые ты испытываешь к людям такого же пола, как и ты. I would probably have in the back of my mind all the time that this person needs to change those behaviors. Скорее всего, у меня всегда, то есть будет такая мысль, что этому человеку нужно поменять поведение. So I think it would be difficult for us to form that relationship, like I talked about at the beginning. Поэтому для нас, вот, учитывая вот эти вот моменты, будет очень сложно построить вот эти вот отношения, So that we can really о которых я говорил в начале. so that we can really agree on what the goals of therapy are. Отношения, в которых мы могли бы согласиться по поводу общих целей терапии. Now I might be involved in a relationship with a person with a hope that I might be able to influence them to change their mind about this behavior. Конечно же, я могу то есть, находясь в отношениях с этим человеком или вот строя отношения, то есть иметь надежду, что я как-то повлияю на то, как он думает, на то, как он себя ведет. But I think I might be not being honest with them if I didn't let them know that at the beginning. Но если я в самом начале не скажу вот о своей позиции, о своей надежде, о том, о чем я думаю, это будет нечестно по отношению к этому человеку. Now that would be regarding the person who has a same-sex attraction, but wants to resolve it in favor of same-sex attraction. Make sense with that? So he wants to resolve it in order to Not feel bad about being same-sex attracted. Do you understand? Okay. They want to resolve the conflict by saying, all right, I'm going to be gay. Okay. So and in this case. Oh, that's one case. They might want that. То есть это вот мы только что обозначили по поводу ситуации, когда человек в терапии, который хочет чувствовать себя хорошо по поводу того, какие чувства он переживает, чтобы как бы его утвердили и сказали, ты молодец, что ты себя так чувствуешь, продолжай. But then on the other side, a person might say, I don't want these feelings. Но с другой стороны, может быть человек, у которого эти же чувства, но он говорит, я не хочу этого переживать, не хочу себя так чувствовать. And I either want to fight those feelings, Я либо хочу с ними бороться, с этими чувствами, or I want to hope that those feelings are going to go away, либо я буду надеяться и ждать, что они просто пройдут. or I want to live a life that's honoring to God and following His way. И я хочу просто жить жизнью, которая будет чтить Бога, которая будет в соответствии с Его заповедями. And not to give in to these temptations. И не поддаваться при этом этим искушениям. Now, in the first case, it would be difficult for me to really work with that person. И вот в первой ситуации человек, который And не хочет избавляться от этих чувств, мне будет с ним тяжело работать. And if they know what my attitude is, they're very likely don't want to work with me either. И если они узнают, какое мое отношение, скорее всего, они также не захотят со мной работать. But in the second case, where the person wants to fight the feelings and Но hopefully в change другом them, случае человек, который хочет бороться с этими чувствами и в результате их поменять, but if they don't change, they still want to resist them, или и даже если не получится поменять, они все равно настроены им сопротивляться, then I could work with that person. тогда я могу помочь этому человеку и работать с таким человеком. Do I make sense with my question? Понятно? Answer? Okay, thank you. Спасибо. And I think that's, by the way, that struggle that we have with the bad feelings И, между прочим, та борьба, которую мы переживаем с этими плохими чувствами, isn't just a problem that Christian people have who have feelings for the same sex. это не только касается тех людей, христиан, у которых есть чувства к такому же полу. Christians have all kinds of temptations. У христиан вообще целый спектр различных искушений. And I think sometimes we Christians get
concerned about that particular sin, Но чаще всего мы склонны как-то подчеркивать и выделять один конкретный грех. but we don't think about so many of the others. И таким образом не думаем о ряде других грехов. For instance, we were talking about sex addiction. Например, мы говорили о сексуальной зависимости. That is, a heterosexual person who is acting out sexually, but not within their marriage. Например, это человек, у которого нормальная ориентация, но он выражает свою сексуальность за пределами своего брака. The way I read the scriptures, that's against God's law too. И то, как я читаю и понимаю Писание, то есть я вижу, что это грех, что это тоже противоречит Божьим принципам. So we may be very aware of how common pornography is. То есть мы также понимаем, насколько распространена порнография. And so that's something that we need to think about also Об этом нам тоже нужно думать. and help people in struggling with that problem. И помогать людям, которые сталкиваются с этой проблемой, которые борются с этой проблемой. So there are a lot of things that we feel like doing as Christians. Поэтому как верующие, как христиане, у нас много разных чувств. Sometimes we feel like murder, Часто мы чувствуем такое желание убить кого-то, or we feel like lying, или сказать неправду, or we feel like stealing, или что-то украсть, or we feel like gossiping. или у нас есть это чувство посплетничать, большое желание. But we understand those are things we should not do. Но мы понимаем, что нам вот эти вот вещи делать нельзя, не нужно. And then also I want to suggest that part of our discussion has shown that our feelings about this get confused by what the world says. Our feelings and our understanding of these things is influenced by the way the world around us thinks. И я понимаю, вот, на основании того, что вот мы сейчас обсуждали, вот вопросы-ответы, понимаю, что наше понимание этого вопроса, оно находится под влиянием того, что думает мир окружающий. In my experience, most of the world doesn't really care that much about whether pornography is a problem or not. Вот. И из моего опыта я могу сказать, что то есть окружающий мир вообще не заморачивается по поводу того, есть у кого-то проблема с порнографией или нету. Maybe in some society, maybe here it's a worse. Maybe here people feel worse about it. Может быть, просто в этой части мира люди они хуже себя чувствуют по этому поводу. But in America, it seems like our culture is moving farther away from God all the time. Но в Америке вот складывается такое впечатление, что культура в целом, она все больше отдаляется от Бога. And it doesn't seem like something like pornography seems to bother people that much anymore. И такое ощущение складывается, что порнография уже, то есть уже ничего и страшного в этом нету. Even among some Christians, the consumption of pornography seems to be rather normal. Даже среди некоторых христиан, то есть вот это вот периодический просмотр порнографии считается чем-то очень даже нормальным. So things like pornography or having an extramarital affair or having sex before marriage, they seem to be problems that Christians are the ones that seem to be worried about. Christians that want to live biblically. И все вот эти проблемы, например, проблема с порнографией, или проблема с супружеской неверностью, или проблема с тем, что молодые люди не хранят себя до брака, то есть в обществе американском складывается впечатление, что это только проблема для тех христиан, которые хотят жить согласно Писанию. So this is one of the things that makes Christians different from the rest of society. И вот эти вот вещи, они отличают христиан от остального общества. That in James it's talking about the desire that we have that leads to sin. Потому что в этом месте в Иакова, то есть там речь идет о желании, которое у нас есть, которое в результате приводит к греху. And in the context of what James is saying there, И в контексте того, о чем Иаков говорит, he says, don't let any of us think that we're being tempted by God. то есть пусть никто не говорит, что он искушаем Богом. But that God is not the source of our temptation, and God's not the one that makes us sin. Что Бог это не источник нашего искушения, это не Бог подталкивает нас к греху. In other words, to say that it's not, if we sin,
it's not God's responsibility. Другими словами, если мы согрешаем, ответственность не Божья. That's the way I see То that есть verse. вот как я понимаю вот этот вот стих. Right, but and I also think I don't think he's saying that it's a sin for us to have desires and to be tempted. Но я не думаю, что там Яков говорит о том, что иметь желание и быть искушаемым это грех. But that here he says that the desire gives birth to sin, and the sin gives birth to death. Там он говорит, что похоть, вот это вот греховное желание, оно зачем рождает грех, а грех рождает смерть, ведет к смерти. So that if we allow this process to continue from desire Если мы позволяем этому процессу пройти весь путь от желания to sin, к греху, it will end up in death. в результате это закончится смертью. So I think it's like sin is like the seed. То есть Excuse me. Desire is like the seed. вот это вот желание, оно как семечко. That if we decide to water it and Если мы nurture it выберем его поливать, как-то питать, and feed it, then it can become sin. это станет грехом. That's a metaphor, a picture. Вот такая метафорическая I'm not sure if it's иллюстрация. perfect. У мальчика возникает желание переодеться в девочку. То есть чем отличается порнография в интернете или в телевидении, чем отличается марихуана в аптеках в общем доступе? То же самое. So it's the same as like marijuana in pharmacies, it's the same as pornography available on the internet, it's the same as with a little boy who feels that he is a girl and starts cross-dressing. I think many of these are very similar. Да, Much то the есть same. очень все это похоже, практически то же самое. I guess let me say another thing about what sin is to me. Еще хочу сказать по поводу того, что грех, чем является грех для меня. Sin is not just disobeying God. То есть грех это не просто непослушание Богу. Sin is also not trusting God. Грех это также недоверие Богу. So one of the passages in the New Testament, I believe, it says, Я думаю, что один из отрывков в whatever Новом Завете whatever is not of faith is sin, что все, что не по вере, грех. right? So that really, if you look at the first sin То есть если мы посмотрим на первый грех, by Adam and Eve, который случился в жизни Адама и Евы, it was because they didn't obey God, то есть они не послушались Бога, but it was also partly because they didn't trust God. но почему они не послушались Бога? Отчасти потому, что они ему доверяли. If we obey God, that means we trust Him. То есть если мы послушны Богу, это значит, что мы ему доверяем. God says you have everything you need in this garden. Бог сказал им, что вообще у вас есть все в этом саду для жизни. You don't need that fruit. Вам этот плод вообще не нужен. That fruit's not going to be good for you. Он вам будет во вред. You say, oh no, I don't believe you and I don't trust you. И я там себе говорю, не, я что-то не верю. So I'm going to go and Я take не доверяю тебе, поэтому я пойду и возьму. something that you say I shouldn't have. Возьму что-то, что ты мне говоришь нельзя. And I think it's very similar to these other desires that we have. И я думаю, что это очень похоже на те другие желания, которые у нас есть. Things are tempting to us because we think we need them. Вещи, которые вызывают, искушают нас, потому что нам кажется, что они нам очень нужны. Like the little boy thinks he needs to dress like a Как тот маленький girl мальчик, который считает, что ему нужно одеваться как девочка. because he thinks that that's going to make his life better. Потому что он считает, что таким образом его жизнь станет лучше. Or like the brother in Genesis thought that he needed to kill his brother, that would make his life better. Или как один из братьев в Бытие считал, что Каин считал, что чтобы его жизнь улучшилась, нужно было убить своего брата. These are solutions to my problem Это как бы решение к моей проблеме. that I think is going to solve my problem. И мне кажется, что если я так сделаю, моя проблема решится. And God says, no, I'm going to solve your problem. А Бог говорит, нет, я решу твою проблему. About 2 weeks ago, Где-то 2 недели назад I went to an event, я посетила одно событие, a conference, конференция, in which a man who had been a transsexual spoke. A transsexual. То есть мужчина, который был транссексуал, он там говорил, He had слово felt на этой конференции, выступал. like he felt like he should be a woman much of his life. И этот мужчина большую часть своей жизни чувствовал, что ему нужно быть женщиной. And I won't explain how all he arrived there.
И я не буду рассказывать, как вообще он пришел к этим чувствам. It involves abuse against him as a child. То есть, ну, отчасти это было из-за того насилия, которое он пережил в детстве. But he felt that if he could live as a woman, it would solve his problems. Но ему казалось, он чувствовал, что если он будет жить как женщина, все проблемы решатся. But then when he transitioned and changed over to, he thought, becoming a woman, То есть, и он совершил этот переход, как бы через операцию, и говорит, ну вот, теперь я женщина. because he was still a man. Но он не был женщиной, потому что он все равно оставался мужчиной. Because every cell in his body has both the X and Y chromosome. Потому что каждая клеточка в его теле, она носитель X и Y хромосомы. So he didn't become a woman. То есть он, по сути, все равно остался мужчиной. Он не стал женщиной. But after he made the change, Но после того, как он вот все-таки изменил свой пол, right, he realized it didn't really solve his problem. он понял, что, конечно, проблема не решилась. Because all the depression and the anxiety Поэтому все это чувство депрессии, тревоги, and all the feelings of rejection, отверженности, he still had those. они никуда не делись. And what he said at this conference, И что он говорил на этой конференции? he came to faith in Jesus Christ afterwards. И, ну, как бы, на секундочку, в результате всех вот этих вот своих экспериментов этот мужчина таки пришел к вере во Христа. And through a very long process of therapy И благодаря такому очень длительному процессу терапии and correcting many false beliefs that he had in his head, и работы с разными вообще ложными верованиями, которыми были в его разуме, and in that process he became a believer in Jesus Christ. вот он работал, разбирался, и, ну, как бы, пока в этом процессе он поверил в Бога, поверил во Христа. But even in that process, even after that, there were still many things many false ideas he had in his mind that needed to change. Но несмотря на это, все равно оставался целый ряд моментов ложных верований, с которыми нужно было работать и менять. And then he came to understand that many of the problems that he had, how would I put it, that someone should have dealt with those underlying problems that he had before he decided to become a woman. И в какой-то момент на этом пути он понял, что надо же было разобраться с этими проблемами, которые были в основании вот этого его переживания, вот этих его чувств, ну, как бы до того вообще, раньше, чем он вообще решился на все эти радикальные меры. Because becoming a woman, he thought, Потому что стать женщиной, он думал, didn't solve the problems. ничего не решило. So he eventually he transitioned back to, we say transitioned back, but he decided to live as a man again. И в результате он снова сделал операцию и продолжил жить как мужчина опять. And he lived as a man, but that was mainly probably because he had Jesus Christ in his life. И он снова стал мужчиной и начал жить как мужчина, во многом потому, что он поверил в Бога. I don't know why or how we could convince a person who had made the change to come back unless they had Christ in their life. Я даже не знаю, какой способ или какой метод может быть нам доступен, чтобы убедить человека вернуться назад после операции. Если он не поверит во Христа.